Привет, мои дорогие! В этом видео вы можете узнать, что вас ожидает в будущем, о чем вам нужно знать прямо сейчас, в тот момент, когда вы нашли видео, к чему вас подводят высшие силы. Здесь карты Таро, и можно выбрать вариант, первый или второй. Это будет экспресс-расклад, очень короткий. Я возьму для вас две карты. Можно загадать первую или вторую карту, но я советую вначале посмотреть, а потом определиться. Бывает так, что немножко проиграется с первого расклада что-то, а что-то со второго. У всех людей эта комбинация будет разная. И нужные слова вы обязательно услышите. И помощь вы обязательно получите. Так вот, беру для вас первую карту. К чему вас подводят высшие силы? Что вам нужно знать прямо сейчас? Вышло две карты, хоть я хотела взять и одну. Это король Пентаклей и королева меча. Смотрите, что вам нужно знать. Во-первых, пентаклевый король говорит о том, что вы можете хорошо заработать. Или ваш любимый человек может очень хорошо заработать. Это первое. Второе, пентаклевый король может означать, что вы будете радоваться, вы будете довольны жизнью, потому что пентакли – это радости. Третье значение пентаклевой карты – это помощь. Вы получите помощь от какого-то короля, от какого-то мужчины, кто о вас заботится, кто вас любит и кто хочет вам помочь. Этот расклад тоже означает, что у вас будет, может, встреча. У некоторых из вас будет встреча с очень приличным человеком. И вообще это очень удачливая карта, удачная карта. Просто у вас будет удача. Удача будет вам сопутствовать. Вторая карта – это королева меча. И эта карта говорит, о чем вам нужно знать прямо сейчас. Как вас видят высшие силы. Высшие силы видят вас как человека решительного. Королева меча – это очень решительный человек. Видите, вот. Очень решительный человек, который принимает смелые решения. Высшие силы хотят, чтобы вы показали свою силу, чтобы вы себя не прятали, чтобы вы показали себя во всей своей красе, во всей своей находчивости, во всей своей власти, своей жизнью. Высшие силы хотят, чтобы вы владели своей жизнью. Ведь королева меча владеет своим интеллектуальным потенциалом, своим сердечным, духовным, душевным потенциалом, своей красотой и принимает смелые, решительные решения. Этот расклад, две карты вместе, может означать, что у вас будет встреча с человеком, который будет вас любить. И встреча будет скоро, не пропустите, потому что королева меча – это тот человек, который не ждет от судьбы чего-то, а он идет навстречу судьбе. Делает смелые поступки, решительные поступки. Высшие силы хотели бы видеть в вашем характере больше смелости, больше находчивости, больше силы, больше уверенности в себе. И тоже эта карта говорит о вашем интеллектуальном потенциале, так называемая интеллектуальная собственность, которая должна проявляться. У вас все есть, что вам нужно для жизни, только лишь нужно этим пользоваться. Этот расклад, во-первых, две фигурные карты, обе могут означать вас, как личность. Личность сильная, находчивая, предприимчивая. У вас здесь может пойти новый бизнес какой-то. Король Пентаклей – это деньги. Высшие силы хотят сказать, что именно сейчас вам нужно знать то, что вы получите новые деньги. И что вам в голову будут приходить замечательные идеи. Королева Пентаклей, королева Пентаклей, видно, в духе вышла. Третья карта. Так бывает. Карты выходят в духе иногда, конечно. Но по этому раскладу королева меча – это тот человек, который очень активный. У вас активная жизненная позиция. И это очень важно. Это для вас, если вы выбрали первый расклад. А сейчас я возьму для вас карты второго расклада, и я тоже возьму две, чтобы была симметрия и чтобы была пропорция. Ну вот, один. Это восьмерка жезлов, самая любимая в колоде, пожалуй. Потому что восьмерка жезлов обычно говорит, что все идет как нужно, все идет к успеху. Вам вообще по восьмерке жезлов больше напрягаться нет никакого смысла. Почему? Потому что все, что нужно было сделать касательно того дела, которое вы делаете, вы уже сделали. Все шаги, которые нужно было от вас, вот чего высшие силы ожидали от вас, те шаги вы уже предприняли. Следующий шаг – это просто расслабиться и получить удовольствие, как говорится, да, потому что все идет как нужно, все идет к цели. 8 – это знак бесконечности. Вселенная знает ваш запрос. Вселенная знает ваши молитвы,
зная, чего вам нужно, потому что вы не раз уже об этом говорили или думали, или чувствовали. И Вселенная даст вам точно то, что вы просили. И это будет все приходить как подарок, даже без усилий. Потому что здесь идет речь о такой пассивной удаче, да, когда удача просто приходит. А мы смотрим и удивляемся, вот как мне повезло. А нет, не случайно вам повезло. Потому что до сих пор, до этого дня, вы много работали, вы много старались. Вы зря время не теряли. Вы молились, вы просили, вы работали, вы не сдавались. Вы делали все, что от вас зависит. Все возможное. И я знаю, что некоторые люди делали даже невозможное по этой карте. Вы все сделали. А теперь время получить результат. Это уже результат. Это может быть результат, например, в покупке или продаже жилья. И будет выгодная покупка или выгодная продажа. Это результат, например, в том, что вы правильное питание, руководствовались правильным режимом дня, правильным, не знаю, чем еще, стилем жизни. И вы получили лучший иммунитет, лучшее здоровье, потому что здоровье ведь зависит напрямую от стиля жизни. Что вы искали как быть человеком добрым, с которым вам, по судьбе вместе, вы одинаково думаете, одинаково чувствуете, одинаковые цели, вы найдете свою судьбу по этой карте. Или помиритесь с тем человеком, с которым до сих пор не получалось договариваться. Сейчас вы найдете общий интерес, общие цели. Победа будет за вами. Возьмем вторую карту. Это карта Шут. Вообще карта Шут Таро. Видите, вот она. Карта Шут Таро обозначает человек, вопрошающий, такое красивое русское слово. Или же по-английски называется тот, который спрашивает, querent, то есть у кого есть вопрос. To queer – это спросить. У нас есть такое немножко перекрученное слово querent. Слышали когда-то, да? Такое народное слово. Оно идет от английского querent, то есть тот, кто спрашивает. Но есть еще лучше слово, такое сладкое нашему уху – вопрошающий. Тот, который пришел к предсказателю, то есть к народному целителю, провидцу, и спрашивает, как у меня все будет. Это ваша карта. Шут. Это означает, что вы пришли, и вы не имеете еще ответов. Вы просто задаете вопрос Вселенной, духом своего рода, ангелом, а через предсказатель идет ответ. То есть эта карта нулевая, она означает вас, того человека, который смотрит. В нее можно послать своего двойника. И этот двойник ощутится здесь, в моей канадской Сибири, вместе со мной. И мы поговорим по душам, от души к душе. И я скажу, что у вас, именно у того, кто смотрит, будет все хорошо. Потому что вы не боитесь жить. Шут – это не тот человек, который утепляется на завтра. Все будет завтра хорошо, можно не волноваться. По 8 жезлов вы будете даже богаты и успешны во всем. Шут – это тот человек, который открыт для жизни, которому интересна жизнь, которому интересно взаимодействовать с миром. Но если нам интересно взаимодействовать с миром, миру интересно взаимодействовать с нами. А мы знаем, что контакты с другими людьми, с миром дают новый бизнес, новые дела, новые деньги, новых любимых, новых друзей, лучшую жизнь, другими словами. Поэтому Шут – это человек, который свободен, открыт для жизни. Он ничего не скрывает. Я иногда слышу такое понятие «женщина должна быть тайна». Все такие клише понятия, они требуют разъяснения. С ними нельзя просто соглашаться. В некотором плане, если это отношение близости с любимым человеком, может быть где-то какая-то тайна, не знаю. Это не в моем опыте, может быть, в вашем. Но с другой стороны, самое главное не быть тайной для самого себя. Шут, он спрашивает вопросы, задает вопросы себе. Он не имеет тайн от себя самого. Ему главное, то есть вам, ему или ей, тому, кто смотрит меня, любого пола, неважно. Главное разгадать свои тайны, не прятать что-то от себя самого, проживать свою жизнь полностью раскрываться для жизни. И поэтому 8 жезлов говорит, что у вас будет обязательно новая судьба. Потому что вы взаимодействуете с миром. Те тайны, которые у вас были от самого себя, кто я, зачем я живу, это тайна. Вы их раскроете. Вы узнаете
что для вас работает, а что нет в жизни, что приносит вам радость, а что и можно отменить, каких людей из вашей жизни можно отменить, выбросить, они не нужны вам, потому что с ними вам неприятно, они дают вам отрицательную энергию. И вы обязательно встретитесь с теми людьми, которые вам дадут положительную энергию. Вот и такой расклад, это нужно вам знать прямо сейчас. А я со своей стороны хочу сказать, что я вас очень люблю, и мне очень приятно с вами взаимодействовать. Если хотите взаимодействовать со мной, пожалуйста, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Если у вас название «Подписаться» красное, это значит, вы не подписаны. А если серое, вы подписались. Нажмите прямо сейчас «Подписаться», потому что для вас полезно. А также оцените мою работу. Ставьте пальчики вверх или вниз, потому что это хорошо оценить. Это выразить эмоцию, это полезно для вашего здоровья. Желаю вам счастья. Я знаю, что мы с вами точно и очень скоро увидимся. У нас у всех есть тенденция откладывать дела на потом, когда в нашем прошлом что-то у нас не получалось. Мы не достигали желаемого результата. Мозг запоминал эти моменты жизни. Я предлагаю вам сейчас сделать со мной такую медитацию. Это walking meditation называется. Медитация во время движения, во время шагов. Представьте себе, что сейчас вы будете делать то дело, и будете его делать обязательно, которое вы откладывали в прошлом. И дайте установку своему мозгу. И я только начну. Вот эта дверь перед вами, в которой я сейчас иду, это дверь в решение вашей задачи. Но скажите своему мозгу: сегодня я не решу эту задачу, я только начну ее решать. Это только первый шаг. То есть вы даете мозгу установку не получить уже результат, потому что мозг знает отрицательный результат, а просто сделайте первый шаг навстречу решению. И вы увидите, что все дела постепенно решатся, работа будет спориться, жизнь будет улучшаться, и вы обязательно достигнете того идеального счастья, к которому все стремятся, но мало кто достигает его, потому что людям не знаком такой простой житейский ответ. Я вам желаю счастья, я знаю, что мы скоро увидимся. Пока-пока.